Not just any intruders, the soon-to-be famous Battletoads? It's the Queen! Stop that! So, frogs, how you feeling? Stupid? We're not frogs, we're toads. The Battletoads. They're famous superheroes. Всем привет, с вами вновь Антон Логвинов. Продолжается мое небольшое турне по Санкт-Петербургу. Ну, как и говорил, я буду по важным каким-то моментам включаться. Ну, я знаю, что для многих из вас, людей, игроков моего поколения, игра Battletoads, боевые жабы — это важный повод. И, конечно, я не мог не поделиться впечатлением о вот выходящем сегодня перезапуске. Go, Pimple! You're not punching a baby. But it's ugly! Drop the ugly baby. Don't really drop it though, just set it down gently. На самом деле тема довольно сложная. Почему? Потому что, ну, как бы, тогда, когда выходили Battletoads, которых мы все любили, ну, совсем, да, простенькая графика была, совсем простые аркадные игры были. И на самом деле я не представляю, как можно было бы сделать Battletoads в 2020 году, чтобы понравилось и старым, и новым игрокам. Потому что вот был Streets of Rage, классно сделали под старину, но сказать, что как бы он какую-то новую аудиторию захватил, да, и такая какая-то актуальная игра, ну, вообще невозможно. Из Battletoads 2020 тоже, на самом деле, сложно сказать, как она людям зайдет, но, на мой взгляд, шансы есть. Почему? Потому что, несмотря на то, что в первые минуты у меня, как у старичка, эта игра вызывала отторжение, все-таки со временем она мне понравилась, а вызывала она отторжение тем, что как раз нацелена на новую аудиторию. И на детей, и на подростков, в общем, на все возраста, но при этом выполненная в современной актуальной обертке. Ну, то есть даже та же рисовка, например, вот эта острая, она мне не нравится, но я понимаю, что сейчас там практически во всех мультиках, на всех каналах для детей такая рисовка. Черепашки-ниндзя тоже там, да, в 80-е и 90-е были няшными, сейчас они все такие острые, что об них обрезаться можно. Ну и, соответственно, ты понимаешь, почему авторы вот выбрали такой визуальный стиль. И понимаешь, почему жабы больше, в общем, не тягают за волосы девок, не дают им люлей. Понимаешь, почему главная злодейка, да, не выглядит как инструктор по аэробике из 80-х, и вот эти все моменты. То есть это все понятно, это дань вот современной эпохи. I hate the Battletoads. Естественно, такая первая эмоция, ну, некоторое такое отторжение, да. Я не могу даже назвать тебя фанатом, прям Battletoads, конечно, я любил, играл, но все равно ты такой, ну, что-то не то. Но, с другой стороны, я понимаю, те, кто сейчас будут играть, для них это абсолютно новая игра, и если они там привыкли вот к современной рисовке, которая сейчас в мультиках, наоборот, это все прямо конъюнктура. This is the Dark Queen we're talking about, remember? She nearly destroyed the galaxy, I think? But we beat her up, which sent her, and I want to say, spinning into space, and we can do it again. И при этом, чем дальше я играл, тем больше симпатии у меня эта игра вызывала. Это такой реально приятный летний битэмап, в который можно взять поиграть втроем с друзьями. Там, кто как играет, под пивко, не под пивко, ну вот просто сесть, расслабиться, почилить, подолбить кнопки. При этом боевая система неплохая, то есть они даже попытались выйти за пределы там 2 кнопок, у тебя есть там 3 кнопки, и есть разные комбы, завязанные на них. Еще ты в процессе должен пользоваться жабьим языком, ты можешь там притягивать себя, притягивать противников к себе, предметы также, можешь плеваться, их обездвиживать. И все это, ну, заключено, естественно, в боевую систему, потому что у тебя разные виды врагов. Одни тебе пытаются навалять, другие пытаются там издалека в тебя стрелять, чтобы ты не мог навалять другим противникам. Третьи вообще делают какой-то эффект. Могут, например, по воде электричество пустить. И поэтому там каждая, да, боевая ситуация, тебе нужно противников разбирать в определенной последовательности. Ну, то есть это битэмап, скорее с такими классическими механиками слэшера в плане подбора врагов, да, и дизайна боевых ситуаций. Это определенно хорошо, это удалось. Причем есть разные уровни сложности. Я здесь, поскольку один я играл, у меня даже геймпада не было на клавиатуре и на мышке, я не стал выпендриваться, включил изи, и все равно вот мучился, да, я с управлением на клаве мышки, но все равно играется даже на изях нормально. Я могу себе представить, что если хард врубить, да с друзьями,
то там прям хорошая боевая система, и это не просто там понажимать кнопки. Ну, а если надо понажимать кнопки, естественно, врубайте изи, просто отдыхайте. Кстати, если играешь один, можешь в любой момент между жабами переключаться. I'm so friggin' pumped! We're gonna be famous! Sup, Topian scum? We just stole a spaceship, and we're coming for you. The Battletoads and the Dark Queen are gonna destroy you! And in case you're wondering, our exact space coordinates are 3x543. Stop that! Наверное, что меня разочаровало, то что жабы, но они номинально отличаются друг от друга, в первую очередь, наверное, по скорости. Пимпл, он там, качок, у него сильные удары, но медленный, и вообще его против некоторых врагов даже не выставить. Зиц, наверное, такой самый быстрый, им прикольно раздавать. У Раши хорошие аэроэффекты. И когда ты играешь за них, с одной стороны, комбо, вообще все одинаковые практически. С другой, ну вот играются они по-разному. Вроде как разнообразие есть, но глубины в этом, да, разнообразия, что они прям совсем разные, ну вот этого не ощущается. Ну это уж сами решайте, халтура это или доступность, то есть удары у них разные, играются они по-разному, но комбинации ты выдалбливаешь плюс-минус одни и те же. Не очень во всем этом деле мне понравился Exploring, потому что на уровнях ты только перемещаешься между задним и передним планом, там, используя язык, там, раскачиваешься на каких-то крюках, которые висят, и плюешься в поисках секретиков в какое-то окружение и простенькие головоломки решаешь. На мой взгляд, в современной игре Exploring мог бы быть поинтереснее. Ну, с другой стороны, это beat'em up. Look, it's Jeff! How did he beat us here? I think some things in life just won't make sense. What do you mean? Like, maybe God didn't have the time or the budget to make everything perfect, or maybe there were just some outside mitigating circumstances. Sounds like a lot of excuses. Что определенно в этой игре хуже, чем в старых Battletoads, это игровые ситуации. Здесь вот на смену каким-то уникальным, да, моментам, как вроде там чувак кидает в тебя динамит, и ты должен ему обратно откидывать. Это я прям с детства эту сцену помню, как ее все ненавидели. Вот таких моментов в этой игре не хватает. По сути, они сделали боевую систему, и дальше весь геймплей, дизайн строится вокруг вот этих боев. Да, они разнообразные, чем дальше, тем интереснее. Нам не все можно из игры показывать по конец первой главы, но там чем дальше, тем больше врагов, тем они злее, разнообразнее, и там прям пыжиться приходится. То есть геймплей-то в принципе хороший, но вот когда ты играл в старые Battletoads, у тебя немедленно возникает вопрос, ребята, а где? Ну да, есть гонки на мотоциклах. Это все понятно. Галочки такие, типа, они поставили. Самых ярких воспоминаний о первых играх. То есть покатушки различные есть, разнообразные уровни есть, а вот ситуации внутри классического битэмапа интересных их не хватает. Но при этом зачастую есть прикольные мини-игры между уровнями, где там жабы пытаются устроиться на нормальную работу, там кто-то массажистом становится, кто-то бумажки начинает перебирать, кто-то за компьютером. Это все мило и смешно. Но вот того самого разнообразия нет, поэтому вот фанатам будет от этой игры немножечко больно. Pimple, punch me through my brain! I don't want to, but I will do anything for you. Are you sure? Yeah, man, I'm sure. Okay, I'm gonna do it. I'm gonna punch you through the brain. Oh, God! I love you so much! I love you too. Wait! Но все-таки, на мой взгляд, это не делает ее плохой. И очень интересно, как она зайдет новому поколению игроков. И на самом деле это даже в сюжет включена, вся эта рефлексия. Потому что по сюжету там жабы просидели в бункере все эти годы, думая, что они знаменитости. Они оказались нахер никому не нужны. И вот они отправляются на новый подвиг, чтобы, в общем-то, завоевать сердца аудитории. Но выясняется, что все не так, как раньше. Что злодеи больше не злодеи, им приходится новых врагов придумывать. И хотя все это через юмор, я вам скажу, что это такой довольно злой, взрослый, ироничный сюжет. Если вы вот за пределы мультика посмотрите, смысл будет смешно. The Queen has been here for 26 years. We were in the bunker for 26 years. Do you know what that means? Oh my god,
it means she's not famous either. More importantly, means the Topians locked us in the bunker. Who cares? The Dark Queen was our ticket back to the top. If she's not famous, then we can't be famous. And if we can't be famous, then life is meaningless. Ну, от меня 8 баллов. Мне кажется, вряд ли вы пожалеете о покупке. Я верю, что кто-то от этой игры будет бомбить, вот сравнивая с детскими воспоминаниями. Но в целом, все-таки скорее получилось хорошо. Такая очень приятная летняя игра. На этом все. Спасибо, что смотрели. Играйте только в хорошее. Ставьте лайки, пишите в комментах, что думаете, как вам жабы. Ну, увидимся совсем скоро, потому что тут, на самом деле, вот я отдыхать приехал, а работа навалилась. Вышел Flight Simulator, и мне Microsoft даже сюда, типа, джойстик прислали. Потому что я сказал, я в отпуске, у меня только ноутбук. Они говорят, я вот джойстик сейчас пришлем. Прислали джойстик, придется еще обзор на Flight Simulator делать. На самом деле, с удовольствием, потому что это тоже воспоминания из детства, потому что я играл во Flight Simulator еще на дискетах. Так что увидимся. Ну да, еще там что-то мафия, да, у нас скоро? Там что-то такое. Август. I declare a Toad Shambo! Toad Shambo! A what now? Toad Shambo!